Каждый раз создаю ассоциацию города с каким-то мультиком. И вот если бы Берлин был тем самым мультиком, это были бы «Тачки 2». Эй, Молния, готов? О, да! Маккуин готов! Доброе утро, даже добрый день. Я в Берлине. Больше всего в Европе мне нравится отсутствие границ, правда. Когда я въезжала на территорию Германии, я даже не заметила, как это произошло. У меня не досматривали чемодан, у меня не проверяли паспорт. И это так удобно. Просто, когда ты сегодня можешь находиться в Германии, завтра во Франции, послезавтра в Италии, настроение прекрасное. Вообще у нас 14 градусов, но я человек, которому постоянно холодно, поэтому, чтобы одеться комфортно, мне нужно еще отминусовать градусов 7-8. Еще один фактор, почему мне нравится Берлин, это максимально зеленый город. Мы пока ехали сюда, проехали парков 5, и они настолько огромные, будто бы это какой-то лес посреди города. Сейчас еще начало золотой осени, нравится. Магазин, в котором я потрачу очень много. Сейчас будет небольшой рум-тур. Комната очень уютная, очень милая. Здесь около 25 квадратных метров. Все выполнено в таких нежных, голубых, белых, бежевых оттенках. Когда я увидела тут еще кофемашину, я поняла, что да, я на своем месте. И я просто в восторге от этого ковра. Я даже стала задумываться о том, чтобы купить себе домой похожий. Мне очень откликается Берлин своей многогранностью. То есть ты можешь по факту гулять только по одному району, но у тебя будет чувство, будто бы ты побывал в 3 разных городах. Точно так же с людьми. Я не знаю, как можно описать немцев, хотя Берлин, мне кажется, это больше про многонациональность, но ты себя здесь не чувствуешь какой-то белой вороной. Когда я была еще в школе, мы где-то лет 5 учили немецкий язык. И сейчас, когда я слушаю немецкую речь, меня аж передергивает, потому что он давался мне очень и очень сложно. Благо, в Берлине многие понимают и разговаривают на английском, и я в который раз убедилась, что когда ты знаешь язык, куда бы ты ни приехал, ты будешь чувствовать себя уверенно. Даже сейчас в поездке я занимаюсь дополнительно в международной школе Wall Street English. Мне безумно нравится их подход. Это сочетание самостоятельного обучения на цифровой платформе и практических живых онлайн-занятий с преподавателем. Более того, школа нацелена на преодоление языкового барьера. Поэтому у вас есть возможность проводить разговорные занятия со студентами из Франции, Швейцарии и других стран. Помимо этого, на онлайн-платформе школы можно учиться по сериалу, который был снят специально для школы. Это очень вовлекает в процесс. Поэтому, если вы давно хотели усовершенствовать свои знания языка, по ссылке в описании вы можете пройти бесплатный онлайн-тест на ваш уровень английского и получить скидку в 40% на обучение. Махровые носки мой must-have.
Я сейчас просто покажу количество пройденных шагов сегодня. Well done. Я очень устала, поэтому добрых снов. Жизнь полна медленных чуд. Медленных с точки зрения человека. Однако, если понизить скорость своей суеты, то чуда начнут происходить постоянно. Прямо возле тебя. И именно так, как ты хотел. По щелчку пальца. Это теперь моя любимая футболка. Когда я ее увидела, она висела в мужском отделе. Я даже не посмотрела на размер. Я просто ее взяла и понесла на кассу. И уже после я поняла, что это размер XL. Но я обожаю крестного отца, поэтому это не столь важно. Я очень хочу попробовать этот тонер, потому что я наслышана об этой фирме. Пахнет как жасминовый чай. Кстати, никогда не использую ватные диски. Сегодня по плану выставка. Честно, в путешествиях я очень часто не замечаю, как пролетает время. Будто бы я приезжаю, закрываю глаза, открываю, мне нужно уже уезжать. Все. Бум, секунда. Обычно мой сбор выглядит именно так. Оказывается, я взяла номер с завтраками, поэтому один раз ради приличия сходим. Заодно покажу вам отель, потому что он выполнен в таком модерновом скандинавском стиле, и это очень красиво, в общем. Если подержать. Все? Книга, которую я вчера купила, называется I'm Invisible. Хочу в ближайшем времени перейти полностью на литературу на английском языке. Эта книга мне почему-то показалась очень похожей на «Феномен Зары». Да, есть за мной такой грешок, я читала подобные книги, да. И что? Но она мне абсолютно не понравилась, потому что эта книга была написана будто бы только о создателе и о том, какой он невероятный и классный. Здесь очень много разных вдохновляющих фраз, цитат. А эмоционально я все еще отхожу от книги «Источник». Я говорила о ней. Невероятная. Невероятная. Еще у меня есть книга про Вуди. Это Вуди. Как будто это мой давний друг. Это мой самый любимый кинорежиссер, сценарист, даже актер. Если вы спросите меня, кто гений киноиндустрии, вот. Кстати, если вы не видели его работы, я советую начинать с фильма «Энни Холл».
Берлин, пожалуй, первый город в моей памяти, где окружающим людям буквально максимально все равно на вас. В хорошем смысле этого слова. Неважно, как вы выглядите, во что вы одеты, что вы делаете. Идете с камерой, что-то снимаете, медитируете в центре города, неважно. Будто бы все настолько заняты своей жизнью, что показаться здесь белой вороной, я не знаю даже, что нужно сделать. Знаете, эти ситуации, когда ты идешь по улице и встречаешься с незнакомыми людьми взглядами? Вот это вообще не та история. Тут люди буквально могут тебя даже не заметить. И за этим очень интересно наблюдать. Также я чувствую здесь себя максимально спокойно в любое время суток. Неважно, ночь, вечер. Насколько я знаю, в Германии одна из наименьших преступностей в Европе. И это тоже чувствуется. Это какой-то внутренний комфорт, когда ты не должен вот так вот собрать все свои вещи, держать сумки при себе. Ты просто за это перестаешь переживать. А еще забавно, что здесь мало у кого есть шторы. Ты просто идешь по улице и наблюдаешь, кто что делает. Кто смотрит телевизор, кто играет в компьютерные игры, кто читает книгу.